Друзья, вы, наверное, помните, недавно мы вам рассказывали про невероятном джентльмене из Казахстана, родом из Казахстана, который сейчас учится и работает в Шотландии, который попал на один из самых престижных конкурсов красоты для мужчин, конкурсов красоты в мире. И мы с ним познакомились, пообщались благодаря интернету, и я хочу, друзья, вас тоже с ним познакомить. Нашу с ним беседу прямо сейчас вы увидите на нашем экране Алга Петербург. И я думаю, друзья, что вот благодаря этой нашей беседе у нас с вами будет еще один шанс познакомиться с казахом, который добился очень крутых успехов, и еще я уверен, что у него много впереди, но при этом остается очень скромным, очень интеллигентным и воспитанным человеком. В общем, друзья, внимание на экран. Приятного просмотра. Hello, hello. How are you doing? Hello. I'm good. Yourself? I'm good, thank you. Just a second. So I'll get some this. Прошу прощения. Все в порядке. Как дела, как настроение? Спасибо, все хорошо. Сейчас просто сентябрь. Учеба, да? Учеба, ну, имеется в виду, приезжают новые студенты, а я же здесь работаю как ассистент-преподаватель, и у нас дополнительные обязательства. Именно такой тяжелый, не тяжелый, а такой загруженный график в сентябре. Да. Вот, а у вас как дела? Все хорошо, вот тоже сентябрь, но студентов нету, но все равно много работы. Вот. Но Граница у вас очень интересная, кстати, да. Да. Спасибо. Рахмет, спасибо. Именно в Казахстан. И я вот комменты читаю, многие наши граждане, они очень рады, что у нас есть такой человек, как вы. Спасибо. Спасибо. Очень приятно такую обратную связь получить. Хочу немного с вами познакомиться, потому что вот вы говорите про комментарии, и видео с вами собрало уже 73 тысячи просмотров и больше 6 тысяч лайков, там огромное количество комментариев. И все интересуются, как вообще парни попадают на конкурсы красоты? Спасибо. Вопрос, да, очень интересный. Для меня самого это было неожиданно, так как получается даже с времен, то есть со школы, студенческие годы, друзья, люди в окружении, они всегда советовали попробовать себя в этой индустрии, как бы, ну, быть актером или же в модельной индустрии, но никак не решился. Но с моим приездом сюда, получается, переездом, так скажем, в UK, когда знакомлюсь с новыми людьми, они всегда спрашивают, то есть они не думают, что я казах, так как про Казахстан мало знают, но думают, что я какой-нибудь актер из Кореи или же там из Китая, и всегда уточняют, ну, то есть, no, not always, but often, часто. Вы случайно не актер или там не суперзвезда где-то? И вот и такой внутренний голос меня подтолкнул попробовать себя в этой индустрии, так скажем. Ну, конечно, у меня самая главная цель это, то есть мой field of specialty это education, образование. Но у нас в Казахстане говорят даже 7 искусств мало парням, и хотелось бы тоже why not try it out, попробовать. Ну, у вас круто получается. И я думаю, что в кино у вас тоже должно получиться. Может быть, я вот подумал сейчас, может быть, в роли Джеймса Бонда будет первый Джеймс Бонд из Казахстана. Спасибо большое. У меня прям, если честно, я думаю, это не такое большое достижение. Это любой человек мог бы также быть на моем месте. Это
Имеется в виду, красота — это такое субъективное понимание, где э, о вкусах говорят, не спорят, то есть и практически любой человек мог бы на моем месте. Но здесь нужно учитывать, что данный конкурс, он ставит в приоритет не красоту, хотя называется конкурс мужской красоты. Это в первую очередь ставит intellectual, Как, intellectual, как мыслит человек, да? Как да, интеллектуальные его... интеллектуальные данные ставит приоритет, мировоззрение, отношение к глобальным проблемам мира, позиция человека, участника, а в то же время на спортивные данные, а, а, имея в виду телосложение, а также и вот у них несколько критериев, они не говорят, но самое главное это from my understanding, это интеллект. Но я не скажу, что я прям супер интеллектуальный, но, скорее всего, из других моих competitors, да, contestants, других участников, видимо, прошел я. Спасибо. Мгм. А вы работаете преподавателем в Шотландии. А как давно, Ассистент преподавателя. да, ассистентом преподавателя, а как давно вы оказались, вот, как давно вы уехали из Казахстана, и как так получилось, что вы вот стали, ну, не просто закончили обучение, а еще и решили продолжить вот свою карьеру в качестве ассистента преподавателя? Спасибо за ваш вопрос. Да, я здесь, то есть отучился на мастерс, на магистратуру еще в 2017 году. После, в 2020 году поступил на докторантуру. И с того же года, с сентября 2020 года работаю, то есть подался на работу, были интервью и так далее, прошел. И с сентября 2020 года работаю в качестве ассистента преподавателя. И слава богу, преподаю по нескольким дисциплинам, бакалаврам и магистрам. Дисциплины, они связаны с менеджментом, operations management, marketing management, human resource management, strategic management, international strategic management. В 2020 году, получается, I'm so sorry, у каждого, то есть у каждого человека бывает свой интерес, и мой главный интерес — это именно в образовании. И в 2020 году, к моему большому, так скажем, I'm still proud of it, я до сих пор горжусь, что университет наградил меня за Excellence in Teaching в 2020 году. А в 2021 году также был номинирован, то есть то есть не наградили, но был номинирован, попал в тройку. В этом году посмотрим, как это будет. Получается, каждый год в декабре университет выводит результаты, и по результатам, получается, в этом году посмотрим, как будет. Мгм. Да. А семья у вас, получается, сейчас в Казахстане, ну, некоторые наши зрители, они подумали, что вот вы участвуете в конкурсе красоты, и что вот, ну, вы одиноки, хотят с вами познакомиться, но нам надо сказать, что у вас есть семья, она сейчас вот в Казахстане, вы в Шотландии. Как вот жена, ваша супруга относится к тому, что вы находитесь, во-первых, в другой стране, а еще и вот такое огромное количество поклонниц у вас появилось из-за конкурса красоты? Спасибо за вопрос. Семья, я имел в виду родители. Я не женат, я холост. А, Yes, I'm single. Да, мои родители, они в Астане. Нас в семье четверо. Брат старший, он женат, и я младший в семье. это многое, кстати, поменяет, вот когда наш выпуск выйдет. Я думаю, что поклонницы тогда с двойной силой будут атаковать ваши социальные сети. Э, да. Если честно, поступают, да, многие. Но опять же, я
Вот смотрю на ваш channel, и Мгм. я удивлен вашей простотой, получается. И тем самым хочу брать пример от таких людей, как вы. Имеется в виду, что да, начиная с прошлого четверг, if I'm not mistaken, да, буквально социальная медиа, она взрывается, то есть и Facebook, и WhatsApp, и Instagram. Стараюсь ответить всем, имеется в виду за поддержку, поблагодарить. Многие, даже все, то, что те, которые пишут в Директ, очень доброжелательные, позитивные сообщения. И да, нет такого, чтобы I don't know, to be arrogant or, Мгм. big-headed. Стараюсь ответить всем и благодарить за поддержку. Спасибо. Мгм. А, Еще вы говорили, что хотите после, я прочитал, что вы говорили, что вы хотите после того, как вы закончите вашу работу в Шотландии, хотите вернуться в Казахстан и там уже применить на практике для развития образования в Казахстане вот знания, которые вы получаете сейчас. Да, совершенно верно. Почему я сейчас ассистент преподавателя? Потому что я еще не закончил свою докторантуру. У меня третий год. После успешного, дай бог, окончания учебы обязательно вернусь в Казахстан. И все знания, и также опыт, который я здесь получил, буду вкладывать в развитие науки и образования в нашей стране. И это буду делать со всей силой и со всей with every interest and it's with every passion I have. Со всей страстью. Со всей страстью, в хорошем смысле этого слова, Да, да. А, Супер. Еще хотелось бы немного поговорить вот э, вот когда вы уезжали из Казахстана, прошло, я как понимаю, довольно много времени уже. И вот сейчас в интернете есть такой вот, может быть, вы видели, не знаю, ролики, где Турсунбек такой есть, КВНщик, и его голосом вот что-то в Казахстан захотелось. Как часто вы сейчас бываете в Казахстане, и как часто бывает такое, что вам вот хочется прям поехать в Казахстан? Казахстан — это моя родная земля, это моя родина. И every single time, у меня каждое время, когда у меня есть возможность, я хочу домой, допустим, даже здесь, находясь здесь, возможностям вот, Internet of Technology, я часто поддерживаю связь с университетами, то есть вузами Казахстана, и веду онлайн как бы, кооперацию, стараюсь участвовать в научных конференциях Казахстана, то есть не так, чтобы ждать до полного окончания своей учебы здесь, а параллельно to implement это его внедрять и также шериться, получить багаж знаний от моих коллег в Казахстане, а также поделиться своим знанием. Я не говорю, что в Казахстане знание плохое, нет. У нас тоже the science is progressing, sorry, yeah. Мгм. Вот так. Ну, Спасибо. это видно, что в Казахстане хорошее образование, потому что если бы в Казахстане было не самое лучшее образование, сейчас бы мы не видели такое огромное количество людей, которые в самых разных университетах мира учатся. Кто-то даже вот становится ассистентом профессора. Это говорит о том, что действительно уровень образования в Казахстане довольно высокий. Если честно, очень приятно. Спасибо вам большое. Я раньше о вашем паблике не знал, но сейчас буквально посмотрел все ваши видеоролики. Контент очень интересный. И как гражданин своей страны, мне очень приятно, что люди из-за рубежа так интересуются в нашей культуре, в наших людях. Thank you so much. I'm super grateful to you. Oh, thank you for your comment. This is wonderful that I can get this kind of feedback.
Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. спасибо вам за такую обратную связь. Я понимаю, что у вас действительно сейчас мало времени. Я хочу пожелать вам, во-первых, победить в конкурсе, чтобы Казахстан еще был представлен и в мужской красоте как чемпион. И желаю вам успешно завершить все дела в Шотландии, вернуться в Казахстан и уже, вот как вы сказали, со всей страстью направить все свои знания, навыки на развитие родной Ну, страны, науки спасибо. родной. Спасибо вам большое. Также очень взаимно. И вам желаю творческих успехов и всего самого наилучшего в as I said, I am very happy and honestly delighted to have people like you. И спасибо вам огромное. Вам спасибо. Приятно было пообщаться. Очень приятно.